Здравствуйте! Ну что, проходите. Давайте я вам расскажу немножко побольше о себе. Меня зовут Анна, и я homestager. Я знаю, для вас это наверняка непонятное слово, потому что homestager в России совсем недавно. Это специалист, который делает вашу недвижимость красивой, уютной и привлекательной для ваших потенциальных клиентов. Это как магия, и homestaging работает таким образом, что ваша недвижимость и сдается, и продается быстро и дороже даже, чем вы планировали. Изначально эта квартира была в состоянии стяжка, штукатурка, шпаклевка, и ко мне обратился человек с запросом, как же можно сделать эту квартиру выгодной инвестицией. Тут мы, конечно, начали думать, как лучше сделать: или продать стяжку, или сделать ремонт в квартире, или сделать стейджинг и ремонт в квартире и продать. В итоге, посчитав все за и против, мы приняли решение, что игра стоит свеч, и сделали в этой квартире и ремонт, и стейджинг. Но прежде чем начать делать вообще какие-то движения в квартире, нам нужно было определить нашу целевую аудиторию. Целевая аудитория – это те потенциальные покупатели, которые зайдут в квартиру, влюбятся в нее и купят. Как видите, в нашем случае это достаточно современная и молодежная квартира. И все действия, которые мы делали и в ремонте, и в стейджинге, были направлены исключительно на этих людей. А вообще главная задача стейджинга – это выявить и показать плюсы любой недвижимости. И так как у нас в этой квартире фишка – это, конечно же, панорамное остекление, мы не могли обойтись без нашей лоджии. Здесь очень многофункциональное место мы придумали. Здесь может находиться и рабочий стол, и кресло. И представьте, как здорово, когда вы просыпаетесь утром, выходите на лоджию, пьете кофе и настраивайтесь на свой день. И чтобы поддержать, конечно же, фишку этой квартиры панорамное остекление на лоджии, мы поменяли на балконе внизу панель с белого, как застройщик сделал, на прозрачное, для того, чтобы человек, когда обедает, к примеру, мог уже наслаждаться видом из окна. Но, начав делать ремонт, мы столкнулись с некоторыми трудностями, а именно ванна у нас была немножечко неправильной формы. И для того, чтобы наш будущий потенциальный жилец в этой квартире чувствовал себя комфортно, нам пришлось сделать встроенную мебель, а также повесить большое зеркало, благодаря чему сейчас, вот я даже находясь здесь, чувствую себя очень гармонично. Еще пару слов хотелось бы сказать о прихожей, точнее о презентации вообще квартир в прихожих. Обязательно обращайте ваше внимание, чтобы стояла какая-то небольшая табуреточка, или вот как в нашем случае стоит этот прикольный табурет, куда человек, наш будущий потенциальный покупатель, зайдет, положит сумку, если нужно, он сядет, разуется и пойдет дальше смотреть квартиру. И в комнате мы не зря поставили кровать, это все согласно нашей целевой аудитории. И мы целенаправленно не ставили в комнате шкаф, потому что мы помним, что у нас продажа, а если мы поставим шкаф, он визуально займет у нас много места. Поэтому мы использовали некоторые стейджинговые крючки. И для того, чтобы зрительно увеличить саму комнату, как раз таки нам и помогает напольное зеркало и коврик, которые визуально делают саму комнату больше. И вот что удивительно, эта квартира была продана на 18% дороже, поэтому насколько это выгодно, конечно, думайте и решайте сами. Ну что, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам был интересен этот экскурс в homestaging. А вы всегда меня можете найти в соцсетях. Если у вас появились вопросы, обязательно пишите.